Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами мои любимые ногти, которые растут вверх, которым я все пытаюсь сделать перенаращивание, и все никак у меня руки не доходят. Поэтому очередная коррекция на вверх растущие ногти с опусканием свободного края. Эти коррекции на канале вы уже видели 500 миллионов раз. Кто не видел, посмотрите, они так и называются вверх растущие ногти. Мы же сегодня с вами остановимся только конкретно на дизайне. И сегодня наш дизайн будет из серии «Что вижу, то пою». На самом деле, обычно в 90% случаев процесс создания дизайна у меня выглядит именно так, как я сегодня буду вам рассказывать. Итак, при создании этой руки я хотела сделать розовые цветы на сером фоне. То есть изначально, вот сейчас, когда я покрываю ногти, я планирую розовые цветы на сером фоне. Для того, чтобы мои розовые дальнейшие цветы смотрелись интересно, я решила добавить геометрических каких-то дополнений. То есть я белой красочкой, которая хорошо смотрится и с розовым цветом, и с серым цветом, то есть она нейтральная. Именно этой белой красочкой я добавляю геометрические узоры. При этом мозг мой думает о том, что хорошо, этот белый цвет будет смотреться. Цветы, которые кругленькие, хорошо будут смотреться на вот таких вот угловатых формах. Цветочек я сейчас расположу опять же какими-то цветными пятнами на пересечении вот этих вот элементов. То есть я все это продумываю, стараюсь сделать таким образом, чтобы у меня получилась какая-то композиция уже на этом этапе. При этом слежу за тем, чтобы вот эта вот геометрическая линия тоже была ровной относительно поверхности ноготка. На соседний пальчик я решаю расположить тоже геометрическую какую-то запчасть, но уже порезанную не на несколько кусочков, а расположенную вдоль ногтя. Опять же, пытаясь подчеркнуть свой ноготочек, сделать его визуально длиннее и уже. Далее, для того, чтобы еще больше усложнить фон под свои будущие цветы, я решаю, что очень хорошо будет смотреться здесь темно-серый оттенок. То есть берем темно-серый цвет, смешиваем вот тот серый, который мы покрывали ноготочки с черной красочкой. Опять же, получаем такой оттенок, который хорошо смотрится и с белым, и с серым, и с дальнейшим планируемым нами розовым. Он будет тоже хорошо смотреться. Именно этим оттенком, более мелкими какими-то элементами, мы подчеркиваем нашу геометрическую композицию, прорисовываем дополнительные геометрические направляющие. Опять же, теперь пытаемся связать между собой два пальчика. То есть на этом пальце мы делаем цельные куски вдоль ноготочка. На соседнем пальчике, для того, чтобы связать его с предыдущим, мы вырисовываем вот такие вот рваные геометрические фигуры, которые повторяют соседний пальчик.
Далее в этом месте клиентка мне напоминает, что она очень любит блесточки. Я, конечно же, вспоминаю, что у меня есть замечательный гель-лак с блесточками для рисования. И я добавляю еще некоторые элементы блесточками, опять же, почему-то думая, что здесь еще поместятся цветы. При этом блесточками я кое-где пересекаю предыдущие темно-серые линии, белые подмалевки, где-то их не пересекаю, где-то обрываю. То есть получается у меня дизайн заплетается, завязывается и становится очень интересным, сложно сочиненным. Вот в этом месте уже довольно проблематично понять, какой оттенок за каким рисовался и как же так все это переплелось между собой, что получился вот такой вот дизайн. Далее мы перекрываем ноготочки матовым покрытием, и в этом месте все еще планируются цветы. Но после того, как матовый финиш у нас просох, мы поняли, что и без цветов это смотрится очень замечательно. Но в качестве самостоятельного дизайна, как вы понимаете, мне все равно не хватает каких-то более мелких деталей. Поэтому мы взяли белую красочку и добавили мелкой прорисовки поверх финишного покрытия. Итак, у нас глянцевая краска, у нас тоненькая кисточка, у нас матовый топ, и поверх матового топа мы прокладываем глянцевую прорисовку. Это смотрится потрясающе красиво. Всегда беспроигрышный вариант добавить какой-то белый глянец поверх матового топа. И вот знаете, сейчас монтируя и озвучивая этот ролик, я понимаю, что в принципе можно было добавить еще и цветочки. Я уже нашла место, куда их можно было запихнуть. Но тем не менее и вот этот дизайн получился очень красивым, очень интересным, очень стильным, в трендах нынешних ногтевых реалий, скажем так, вот то, что сейчас очень востребовано, очень легко выполнимый, очень быстрый по своему наполнению, без каких-либо сложных элементов, но в то же время он смотрится просто потрясающе красиво. Это полный восторг рассматривать его вживую. Как же у нас заплелись все наши линии, пересеклись между собой, и как же интересно все это выглядит. И самое интересное в этом дизайне ногтей это то, что чем сложнее, чем интереснее вы переплетете между собой все вот эти вот оттенки, которые мы использовали, тем интереснее будет смотреться дизайн в целом. Поэтому переплетаем, режем какие-то элементы, добавляем косых линий, которые опять же разрезают нам дизайн. Именно этим и получается вот эта вот глубина. Кстати, когда я выставила в сторис в инстаграме эти ноготки, очень многие просили мастер-класс, потому что совершенно непонятно, как же они выполняются. И процесс сам по себе буквально-таки завораживает. Поэтому, надеюсь, вам в этом месте понравилось и вы не забыли поставить лайк. Ну а если вы впервые на моем канале, то не забудьте подписаться, потому что регулярно выходят ролики про дизайны, про ногти, про маникюр, про всякие разные особенности работы с клиентами. В общем, я стараюсь сделать так, чтобы вам было максимально интересно, а самое главное полезно, чтобы здесь вы могли узнавать что-то новенькое для себя ежедневно.
Итак, мы с клиенткой кайфанули, и розовые цветы у нас таки были, но только на второй руке. Вторую руку тоже вы на канале уже видели. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!